мой дарлинг, с вами Симона, и мы с вами... Да все в порядке, я просто с ребятами. Я просто с ребятами здороваюсь. Я нашла один из транспортеров. Тут, ну, на нем. Впрочем, праздновать пока рано. С ним что-то странное. Ближе к делу, пожалуйста. Что произошло? Внешняя оболочка повреждена. Ну да, действительно. Пулевые? Нет, здесь следы ржавчины, как будто от едкой кислоты. Короче, мы с вами продолжаем играть в The Invincible и ищем теперь какие-то контейнеры с какими-то непонятными мушками или что это такое. Я, кстати, решила играть с геймпада. Я выяснила, что в нее можно играть с геймпада, и почему-то я подумала, что это будет удобнее. И знаете, дверь в грузовой отсек поддалась, но полностью не открывается. Еще мы ее дернем. Короче, почему-то я подумала, что это будет удобнее. И пока, знаете... Мне не протиснуться. Тут все заросло кустами. Видно, что внутри? Пока нет. Да это не работает. А вот теперь работает. Вижу сломанные контейнеры. Это плохо, да? Мушек не видать. Опять сплошные кусты, да? У вас появилась теория? В голову лезут только совсем абсурдные вещи. Так, ну ничего страшного. Я с удовольствием выслушаю. Продолжайте, мне кажется, в нашей ситуации абсурдных мыслей попросту не бывает. Я толком ничего еще не придумал. Может, для начала я выслушаю вашу оценку? Что ж, мне кажется, ситуация следующая. Я не могу выйти отсюда. А, вот. Между кустами и мушками существует органическая взаимосвязь. Поначалу мне даже казалось, что мушки — это часть кустов, как фрукты. Если мушки умеют летать, они ведут себя как насекомые, а кусты как растения. Я правильно иду хоть? Видимо, мы возвращаемся к биологическим аналогиям в соответствии с вашей профессией. Верно ли будет предположить, что вы уверены в существовании форм жизни на этой планете? Все больше и больше не верю. А мне вот все больше и больше... Ну, действительно, как вот в какой-то серии она сказала или нет? Да, что, типа, как это называется-то? Что в Вселенной наплевать на наше представление о жизни. Это мы считаем жизнью только нечто органическое, да? Но это же не обязательно так во всей Вселенной работает, правильно? Поэтому я убеждаюсь все больше и больше. Судя по возрасту старейших форм и признакам продолжительной активности, а также дополнительной дифференциации и особому стремлению к миниатюризации и улучшению, а также высокой смертоносности, позволю себе предположить, что мы имеем дело с эволюцией. Куда более длительной, чем человеческая, и сосредоточенной на смерти вместо жизни. Некроэволюция. Блин, а тут силовое поле опять. Не понимаю, откуда взялись эти изменения. А что если мушки и кусты, одни и те же особи, просто в разных воплощениях? Если им нужно переместиться, они принимают передвижающуюся форму, а если им нужно размножаться, расширять территорию, то они в виде кустов расселяются на металлической поверхности и поглощают сырье. И так далее. Я вам так скажу, это самое сложное существо из всех, о которых мне доводилось слышать. Даже если принять во внимание ваш скептицизм. Второй транспортер накрыт силовым полем. Завис над землей. Получается, он работает. Может, даже не в таком плачевном состоянии, как предыдущий. Выглядит он явно лучше. Тогда, может быть, и груз цел? Может быть. В центре установлены мощные эмиттеры, похожие на те, что стояли... Ага. Только эмиттеры, они выглядят так, будто их закопали в землю. Ага. Значит, перед вами верхняя часть энергобота.
Присмотритесь. Энергоботы умеют зарываться в землю так, чтобы на поверхности виднелись только эмиттеры. Силовое поле расплавило несколько камней по соседству. Судя по всему, генератор разогнали на полную катушку. Они все-таки защищались. Видимо, от роя мушек. Мы понятия не имеем, насколько он был крупным. Они не сдались, это добрый знак. Я что-то не уверена. Я тоже. Сейчас мне известно лишь то, что поле не рассеялось пока что. Ну, я знаю, как туда попасть, проникнуть внутрь силового поля. Хотите прорыть туннель? В этом нет необходимости. Вход и так есть. Нужно просто до него добраться. Так, ну это, конечно же, прекрасный план. Мы сейчас так и сделаем. Мы сейчас вот пойдем и проберемся. Так, а как? Ускоряться на вот эту. Окей. Я так немножко попробовала уже, чтобы было понятно мне. Но так могу еще маленечко путаться. Но в целом, почему не написали сразу-то? Как по мне, реально намного удобнее. Она играется с геймпада. Ну вот пока, по крайней мере. Хотя я вообще непривычная. Я как бы по клавомыши обычно. Поэтому даже не знаю. Как помните, в Stray, по-моему, мы с вами когда играли, по-моему, в Stray тоже, в принципе, в общем и целом, можно было играть с клавомыши. Или нет? Короче, если что, поправьте меня в комментариях. По-моему, можно было, но там всегда было написано при запуске игры, что, мол, вот в Stray удобнее и прикольней играть с геймпада. Чего они здесь этого не написали? Странно, странно. Эта миссия никогда не закончится. Отставить нытье. Эх. Опять? Опять? Иногда мне кажется, что вы вот-вот улетите без меня. Куда улетите мы без тебя? Это ты там на орбите. Чё? Вы что, с ума посходили? Астрогатор, я нашла их зонд. Он как будто спрятался здесь от мушек или оказался здесь по счастливой случайности. Очень счастливый. Его записи могут быть крайне полезны. Особенно, если в нем есть фотография с дальнего расстояния. Да, иди ко мне. А чё, реально она за ней? Она реально надеялась. Эх, не сработало. Действительно, почему же? Он вас тоже испугался? Думаю, дело тут не в испуге, а в недостаточном уровне доступа. Нужно найти рабочий пульт, иначе он так и будет летать. Ну а что он вам мешает? Я проникла внутрь поля. Как слышно? Слышу вас хорошо. Силовое поле не блокирует, радиоволны не блокирует. Полагаю, что если этот транспортер на ходу, вытаскивать контейнеры и таскать их с собой нет смысла. Забирайте весь транспортер. В вашем распоряжении будет большое количество мушек и мощный летающий аппарат, на котором можно преодолеть недоступную вездеходу местность. Но первым делом необходимо убрать силовое поле. Так что сначала займитесь энергоботом, чтобы отключить поле. Затем на транспортер можно отправляться. Все понятно. Я сама разберусь. Отличный план. Ну, сейчас звучит как план. Предельно понятно. Знать бы, что пойдет не так. Да если честно, то все. Зонд все еще с вами? Я вот за ним летаю как раз. Летаю, хожу. Да, он здесь. И что? Какова наша цель? Здравствуйте. Непонятно же. О, журнал обновился. Но ничего, все равно. Это ничего не прояснило нам. Ну, давайте попробуем. Я не знаю. А здесь нет же даже никакой там станции. Или какого-то входа куда-то где-то тут чего-то. Вот он зарылся такой. И все. Или вот это дверь. Ага. Кто бы мог подумать? Все открыла. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Как я и подозревала. Оборудование работает, но в живых никого. Трэш. Так. Я все отключил. Поле мне больше не помешает. То есть, я его отключила.
То есть, я научилась ходить сквозь поле. Осталось только забрать мушек. А это что? А это что? Ну, отсюда я пришла. А зачем я сюда зашла? Кто-нибудь знает, зачем я зашла сюда? Я не знаю. Уходим. Мне там некомфортно. Там у меня начинается клаустрофобия. Ну и все тогда. Уходим. Уходим. Получается, поле я отключила. Идем теперь вот к этому нашему железному... Его даже железным конем не назовешь. Что какой-то железный буйвол. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Я забираюсь на летучий транспортер. Пока вы еще там, проверьте состояние груза. Ага. Ну, крутись. Ничего не понял, ну ладно. Ну, хватай. Чего? Что это было? Вот груз. Все нормально. Все на месте. Чудесно. А мы не хотим посмотреть, что тут за груз? Думаете, астрогатор это поможет нашим товарищам? Обязательно, я уверен. Ну так что, пора в путь? Пожалуй, оставлю мушек здесь. Да, полетели. Че, реально есть возможность не брать мушек с собой? А я бы, знаете что, я бы их оставила здесь. Нет, просто они чуть не укокошили всю нашу команду. Вообще половину укокошили, остальную половину чуть не укокошили. Стоит ли эту хрень вообще переть на землю? Типа, знаете, есть же всякие там, проводят эксперименты всякие в космосе и все такое. Они же не прут все, что не попадя, на землю. Зачем все эти термоядерные реакции? Конечно, там они это делают на МКС не для того, чтобы не загрязнить землю, а потому что им это нужно делать в условиях невесомости. Короче, вы меня поняли. Зачем переть домой непонятно что? А если вы потеряете на земле контроль над этими мушками? Что тогда? Ничего хорошего. Надо оставить их здесь. Что если мы совершаем ошибку? Может, не стоит забирать мушек с Регис? Может, стоит оставить их в покое в естественной среде обитания? О чем вы? Просто беспокоюсь, что они могут быть опасны. Вот. Не хочется, чтобы трагедия одной планеты стала трагедией целой галактики, не говоря уже о человечестве. Да. Да. А что надо сделать? Вот это? Чего я драматик? А вам откуда знать? Человечеству приходилось иметь... Да, вам откуда знать? Я извиняюсь, но вы звучите как самонадеянный болван. Откуда такая уверенность? Мы ведь совсем недавно были... И только-только начали понимать, что здесь вообще происходит, а вы видите ли, как-то... Ясно, поверьте на слово, мы все тщательно проанализируем. Самое главное сейчас вытащить вас с этой планеты, согласны? Да. Так давайте контейнеры выкинем, и я проверяю груз. Хорошо, только поторопитесь. Это молоко. Это бидоны с молоком. Нет? Нет. Это бидоны с землей. 2. Так. Вот это да! Стоит признать, они удивительны. Ясно. Вы что сделали? Ничего, просто смотрю на них. Не беспокойтесь. Что? В стратосфере открылась какая-то сраная черная дыра. Что? И вы мне говорите не беспокоиться? Выглядите наружу, доктор, посмотрите сами. В смысле выгляните наружу? Подождите. Как быстрее-то, вот. Ну крути эту фигню или что-нибудь делай, опускай, ё-моё. Если вам интересно, какого размера может достигать рой мушек, могу вам сказать. Гигантского размера. А что делать? А закрой обратно это говно. Да, ясно, я в курсе.
Я его с гребаной орбиты вижу. Чего вы ждете? Выбирайтесь оттуда. Мама! Я не понимаю. А, все, это уже не я делаю. А что произошло вообще? Тем, что я их соединила, я вызвала какое-то электромагнитное поле. И они все прилетели. Остальные на зов себе подобных, как оборотни. Это не я. Это не я. Я не нажимала. Я вожу нормально. Как нормальный человек, а не как... Ну, вы поняли. Офигеть, их тьма. И это вот, как она сказала, то есть, типа, они сейчас вот летают, и они все это время нам своим... О, господи, ну хватит, я в пересвете. Уберите это. Уберите это, пожалуйста. Как это называется? То есть они летали и все это время распространяли вот это свое электромагнитное поле, которое влияло на наш мозг. Вот, а не надо было эту палку трогать. А, посмотрите. Вон там блестят. А, это звезды блестят. А, теперь все в порядке. А нифига это не звезды, все хорошо. Твою мать! Астрогаторы, они живые! Эти кусты! Из них что-то вылетает! А-а-а! То есть астрогатор знал! Эти твари! Это они! То есть, это когда было? Это было, когда мы только-только высадились. Мы же проходили это. В этом вашем нелинейном повествовании. Опять 25. Он не это сказал. Хорошего понемножку. Чёртово любопытство. Я все еще жива. Не хочется прерывать вашу речь? Очень интересно слушать. Ясно. Это ни в какие рамки. Сколько раз я вас уже терял? О, господи. Так, это был последний, обещаю. 4-й раз, если не ошибаюсь. Но 5-й я не планирую. Первые 4 вы тоже не планировали. Не-не-нет. По крайней мере, мы выяснили правду об этой планете и неорганических существах, ее населяющих. Но какая нам от этого польза? Мы знаем причину ступора. Может, сможем найти способ вылечить Коваля, если кто-то из Альянса выжил. И они уже начали исследования. Скорее всего, они все погибли. Не обязательно. Это крупная база, и я нашла всего несколько тел. Должны же где-то быть выжившие. Или оставшиеся трупы, ясно. Эй, что-то изменилось. Аэростат над базой пропал. То есть улетел или упал на землю? Надеюсь, второе. Если его подхватил западный ветер, то должен был упасть в этом районе. Сейчас мы своими этими посмотрим. Вон он! Подождите. Ага. А как? Ага. Сейчас. Ага, вот так приближать. Теперь. Ага. Нам повезло. Он повис на утесе невысоко над землей. Можете добраться до него и снять. Может, это не потребуется. Может быть. Что-то еще надо вам? Я могу еще что-то разглядеть, пока я далеко не ушла. Ой! Силуэт человека. Здесь кто-то есть. Нет, я вижу их собственными глазами. Я тоже, вот они. Их тут 2. 2 человека, живых. Куда они делись? Вы их потеряли. Ну, сейчас я их не вижу. Они были здесь секунду назад. Вы уверены? Как они выглядели? Один был в зеленом костюме Альянса, а второй, не знаю, он выглядел по-другому. Может, это робот был?
Ясно. А сейчас они пропали. Ну, конечно, ну давай, начни. Тут вы мне не верите? Так я уже ни в чем не уверена, на самом деле. Мгновение назад мое сознание было над океаном. Я видела огромное черное облако, появившееся из ниоткуда. Но я об этом забыла. А теперь эти тела... Да, об этом я и говорю. На мгновение я их видела так ясно. Я так долго их искала. Давайте сосредоточимся на том... Аэростат еще там, так? Если его камеры работали, то он может что-то узнать. Меня убеждать не нужно, астрогатор. Я иду. Так, это радует. Что-то он там сказал, оно нас порадовало. Будем иметь в виду. Я не успела. Как вы себя чувствуете? Паршиво, но жить буду. Болит буквально все. Не знаю, у меня от злости так грудь сдавила или от ушиба легких. Но, по крайней мере... Я жива. Вообще, реально, просто неубиваемая женщина. Что вы хотите? Я уже видела это облако, Я знаю причину потери памяти. Знаете что? Помните мое происшествие в самом начале? Вот именно, что он помнит, да. Я сильно ударилась и разбила радио. О! И потеряли память. Но не из-за падения. Помните, там тоже были кусты. После падения надо мной собралось такое же черное облако мушек. Они воздействовали на мой мозг электромагнитным полем. Ясно, вы так считаете? Я это знаю. Я это вспомнила. Значит, все дело в мушках. И в случае с нашей командой, да, и с антиматом в туннелях, и со всем конвоем. Вот что произошло со всеми. Знаете? Я вам что хочу сказать. То есть, получается, он был... Как ехать? Ускорение. Угу. Короче, то есть он, значит, не в курсе. Там сломалось у нас радио. То есть он не слышал, как мы сказали, оно живое и так далее. Правильно я поняла? А куда я еду вообще? Я так села уверенно такая, и что? Конвой. Ну, короче, едем. Едем просто вот уперед, как бы. Или нет? А нам вообще надо вниз. У нас вот этот аэростат. А я не могу здесь, наверное, спуститься. Нет, нифига я не могу здесь спуститься. А назад? Я могу ехать назад? Я могу. Не могу? Я могу. Вот я беру и еду назад. Ох, ноги уже еле поднимаются. Так тебя никто не просит поднимать ноги. Отдохните немного, доктор, вы это заслужили. Никакого отдыха. Мы идем искать... Тихо. Тише, 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 тише. Может, что тише? Наверное, здесь и спущусь. Ну, пожалуйста. Блин, может вообще бросить это говно и пойти пешком? Вот что происходит? Я думала, что я застряла. Задолбали! Ну там же явно спуск. Почему я не могу тут спуститься? Тормози! Вытряхайся, пойдем пешком. Ноги у нее устали. Это колымага вездеход. Настолько вот везде ход, что просто обосраться. Да господи, что? Ну пойдем здесь, значит, спустимся, потому что аэростат этот упал, он где-то валяется внизу. Шаг за шагом, ясно, шаг за шагом. Нет, здесь просто нельзя ходить. Здорово, классно. А где мне спуститься-то? Она не может ускоряться, она ничего вообще не может. Ну вот, допустим, вот сюда я пойду. Вот что здесь меня ждет. Ну вот же спуск, ё-моё.
Реально пешком пойдем? Ну, задолбали. Нет, нет, наверное, пешком не пойдем. Пешком не пойдем. Пойдем на этой колымаге. Что она там, отдыхать будет, прохлаждаться? Иди сюда. Почему она там ко мне приехала? Почему у меня нет какой-то кнопки, которой я бы могла вызывать эту колымагу? Ой, время утекает, как песок сквозь пальцы. Не нагнетай, пожалуйста, обстановку. Потому что я устала, астрогатор. Ну и что теперь? Давай ляжем и будем страдать. Нам нужно выбраться отсюда, моя хорошая. Давай, 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 давай. Я не знаю, правильно я еду, но там куда-то надо было левее, потому что там вот мы смотрели в этот свой телескоп налево. Я не знаю, надеюсь, что я правильно еду. Если чё, как я понимаю, здесь можно вообще по кругу фестивалить. Там, по-моему, какой-то круг был нарисован на карте, поэтому... По-любому, когда-нибудь я подхожу к упавшему аэростату. Ну вот, видите. Все дороги ведут к упавшему аэростату. А что смешного? Да ничего, просто мне показалось, что это звучит как название картины эпохи Ренессанс. Упавший аэростат на Регисе. Именно. Как смешно. Ну вот. Я нашла устройство записи. Упавшее устройство на Регисе. Ой, прекратите. Шутники. Ну как крутить-то? Наверное, вот этой. Все-таки. Ага. Фотки есть. Так, есть. Посмотрим время записи. 25-й день миссии. Утро. Угу. Аэростат поднимается. Видно окрестности базы. Снизу этого не было видно. Они оставили несколько транспортеров на вершине холма неподалеку. Аэростат покидает базу. В каком направлении? Приблизительно в южном. Я вижу резервуары с водой. Камни, вода, песок. Что-нибудь интересное? Да не особо. Ни людей, ни аппаратов. Никаких особых изменений обстановки. А я думала, на самом деле, что мы сейчас возьмем и найдем людей внезапно. Жаль. Аэростат завершает облет. На базе, похоже, стало тише. Да куда уж тише, мы так ни людей не видели, никого. Группа людей! Они собираются. Новый транспортер. Десяток людей собрались на площадке рядом с транспортером. 2 транспортера, которых раньше не было. Ага. Они уехали. Не осталось ни транспорта, ни людей. Должно быть, отправились на старую базу. Или к кораблю. А почему мне не дали выбрать? Дальше идут одинаковые снимки. Пустая база. И их тут много. Движущийся вездеход. А, он заснял момент, как я въезжаю в стройку на базу. И снова все пусто. Время записи. 2 часа дня. Я тогда двигалась в сторону конвоя. Значит, это все? Да нет, там еще есть. Что ты переживаешь? Человек! Постойте, вы ошибаетесь. Кто-то был на базе. Человек. Значит, он вам не привиделся. Да, я не сумасшедшая, я его видела. Вот так вот. Я такого не говорил. И все же приношу свои извинения. Не стоило сомневаться в ваших словах, ясно? Повтори это. Есть ли... Что? Есть ли с ним кто-то еще? Он спросил. Кажется, они рядом с базой. А если рядом с ними что-то еще? Судя по последнему снимку, у них там укрытие.
Значит, нужно возвращаться. Почему? Куда? Куда вы? Ага, hideout. Это... Да это непонятно куда. Ну это же непонятно. Это я должна. Сейчас давайте, короче, сядем в вездеход. И там сориентируем. Зачем? Зачем это? Не надо. Не надо это нам. Сейчас мы все... Сейчас все будет. Так, мы сейчас сядем и поймем. Да все. Знаете, доктор, за 10 лет космических полетов я убедился в одном. Среди всех опасностей нашей работы самая большая — это люди. Иногда я даже думаю, что люди — это худшее, что случалось в космосе и с самим космосом. Это значит, нам сейчас надо налево? Ну да, левее нам надо сейчас. Несмотря ни на что, я верю в хорошее в людях. Тут все просто, мне нужна помощь людей. Мне нужна помощь. Я не буду тут, знаете, какой-то романтичной натурой, да? Я астронавт. Я оцениваю риски, а не ищу в людях хорошее. Мне нужна помощь. И как бы как ни крутите, как ни хотите, без людей ни туды и ни сюды. Мне надо как-то помочь, потому что вдруг они реально уже... Не надо, пожалуйста, так тупить, мне страшно. С этими облачными хранилищами в Стиме, это же вообще... Это же вообще... Кошмар. И этот летает. Поглядите на него. А! Снова этот зонд. Значит, мы правильно едем. Он летает рядом с базой. Так точно. Так. Ну и чё? Мне что, снова копаться во вражеском оборудовании? Доберитесь до места, где в последний раз видели члена Альянса. Так, мне надо сейчас правей. Что он сказал? Я проверю его записи, теперь это не важно. Ну, давайте я проверю. Хорошо, мне интересно, что он мог записать. Особенно учитывая, что он мог заснять, что случилось с конвоем. Так мы уже видели, что случилось с конвоем, или я что-то не понимаю. А где я вам его найду, этот зонд? Что я сделаю-то? А, зачем я вышла? Надо, наверное, на базу туда пройти. Вот эту. Ой. Это значит, правильно я понимаю, это та самая база, на которой мы были с самого начала, что ли? Потому что он говорит возвращаться. И там, по-моему, так вот в глубине был какой-то вот этот вот эмиттер, или как они его там называют. Тише, 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 тормози. Давай, наверное, выйдем здесь. Высади меня здесь и закончим этот трёх. Так, что это значит? Нет, таких мест я не помню. А, или помню. А, подождите, в другой... А, нет, не в другой позе стоял. Блуждания по этой планете все больше убеждают меня, что знакомая мне реальность и реальность настоящая не одно и то же. Опа, а это что? Укрытие! Должен признать, мысль интересная и несколько тревожная. Я укрытие нашла. Я могла бы дни провести на этой базе и не найти это место. Что? А, нужно было всего лишь посмотреть наверх. А, да. Значит, отсюда видно всю базу. Да, они могли за мной наблюдать. Я проверю, я знаю, о чем вы думаете. За мной могли наблюдать с самого прибытия. Не выключайте локатор. Может, так у вас будет небольшое преимущество. Да окей, подождите, я хочу отключить зонд. Как понять-то? Это та же самая база. Смерть Солнца. Ну, это та же самая база. Только куда я потом ходила? Кто помнит? Я что-то как-то насквозь все это прошла. И вот сюда, наверное, пошла. Ну, если больше некуда. А, да, там улица.
Значит, дальше я сюда пошла. Вот. Центральный этот. Вот. Давайте этот отключим, зонд, и посадим его, или что? Прилетел такой. Подождите. Вот этот 5-й. Это не то. Не то, не то. Блуждаем вслепую. Нет. Нет, 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 я тебе сейчас все сделаю. Согласен, вам нужно двигаться. Я не совсем об этом, но да, вы правы. Подождите, ну вы же сказали, там что-то какие-то могут быть записи. Правильно же я понимаю, это же тоже такой же зонд? Место посадки. Нет, это тот другой, который мы уже посадили, походу. Может быть, как раз у нас, помните, была машина, которая была типа далеко, то есть с нее... Вот, последняя остановка перед встречей, место посадки. Поехали. Тихо, подождите. Как садиться? Спуск на ЛБ. Ну я же на ЛБ нажимаю. Это я на ЛТ нажимал. Все. Вот, сейчас присядем. Все? Эй! Все. Я его посадила. Смотрите. Сейчас как вообще дам стране угля. Сейчас как посмотрю, что он там записал. А вы меня отговаривали. Пустите меня на улицу. Где улица у вас здесь? Вот она. Так. Где тут эти все? Когда смотришь на красивые виды, часы бегут как минуты. Да ты давай, не любуйся. Регистри похож на духовку. Временами. Вот они два стоят, красавцы. Правильно я понимаю? А почему я только этого могу смотреть? А этого что, я не могу? А его еще и надо как-то было отключить, что ли? А как? Подождите. Я не понял. Он там что-то крутится. Подождите. А не было такого возможности. Там не было написано, типа, выключить. Или это... Или было. Подождите. Типа припарковаться. Я где-то слышала, что различие между прошлым, настоящим и будущим всего лишь стойкая иллюзия. Это чья-то цитата? Спуск, убрать, подъем, поворот, движение. Место посадки. Подождите, а место посадки показывалось другое. Ага. Ладно, хорошо. Я присяду здесь. Это прям совсем недалеко, в принципе, от этого места. А что? Ага. Пилот НЛО. Ясно, управляла минимум 2 разными зондами. Я такая молодец. Ну все, вставай, пойдем. Пойдем. А я и в прошлый раз им управляла тоже. Почему мне не засчитали? Это типа... Ой! Я заблудилась. Не в ту сторону пошла. Тут какие-то камни изучали. А нигде ничего тут нельзя там типа нажать. Ничего нельзя нажать. Ну вот, зато я вышла. Или не вышла. Сразу к нему. Это старый, да? Да, это старый. А рядом это вот тут. Вот он. Почему джойстик вибрирует? Так.
какому там. Соберись, ясно. Так, изучаю фотокарточки. Что, про время мы не будем, да, ничего говорить? Так. Ой, ой! Нет! 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 Я нажала... Я нечаянно нажала Б. А как вернуть назад? Алло! Вы верно шутите? Ну что это такое? В смысле? А что-то есть, типа... Инвентарь. Карта. Карта есть. А где фотокарточки смотреть? Блин, а что теперь? Времени нет, нужно двигаться. Пошла ты в жопу. Зачем ты свернула карточки? Почему нет возможности снова открыть, если ты на что-то нечаянно нажал? Бред. Короче, тут вот мне не нравится, вот из того, что мне не нравится, это как диалоги сделаны. Почему-то там еще какая-то мини-игра на скорость, когда я еще должна там послушать или прочитать, что там они говорят, а я должна уже что-то какое-то решение принять, что-то там на время на скорость нажать. Короче, вот это было максимально странное решение, как по мне. А где тут это укрытие у вас? Вот тут она сюда смотрела? Да. Фига себе, у меня ориентация на местности проснулась. Может, я благодаря этой игре начну нормально ходить, перемещаться. Здравствуйте. Ага, туда почему-то указывает. А почему бы здесь просто не пройти? Не такой уж пологий подъем. Если вы беспокоились, я все еще здесь. Да, всем насрать, я думаю. Просто времени уходит больше, чем я рассчитывала. Я знаю, это бывает. Можете не объяснять, доктор. Вместе мы справимся. Угу. Конечно, вместе. Конечно, вместе. Очень легко сидеть там на орбите на своей и рассуждать. А я уж грешным делом подумала, что он какой-то мутный тип, что он типа так... я думала, что он ее слышал, что она видела этот рой и уже говорила ему, что оно живое и все такое. Придется подниматься без страховочного оборудования. Их оборудование я не вижу. А нет другого маршрута? А, ясно. Я в порядке. Почти на месте. Невероятно. Это последний шанс повернуть назад. А, вероятно. Насколько я помню, других вариантов у нас не осталось. Просто на вашем месте, при всем уважении, астрогатор, это я застряла на поверхности, вот именно. Так что, с вашего позволения, я попытаю удачу и найду этого человека. Вот именно. При всем уважении, вы не на моем месте, астрогатор. Какой вид? Не зря я сюда забиралась. Значит, вы на вершине. Да. Наблюдайте активность. Гудков не слышно. И точек не видно. Твою мать, как? Что? Я нашла его. Отлично. Сохраняйте дистанцию, будьте осторожны. Слишком поздно. Что? Я вас не слышу. Слишком поздно сохранять. Ясно, что такое? Почему слишком поздно? Ясно, не молчите. Он ищет остальных. Он... Ты. Это все ты. Чего? Черт, он вас увидел. Я не знаю, о чем вы, это не моя вина, мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Это все планета, я тоже здесь застряла. Поднимайся. Вы меня не слушаете. Вот и поговорили. Ясно, не провоцируйте его. Если вы хоть минуту послушаете... Я сказал, поднимайся. Мама, я не хочу, меня взяли в плен.
О, руки поднялись сами. Идем. Я не желаю вам зла. Вам нечего бояться. Я пришла с миром. Ха, довольно. Поговорить время еще будет, обещаю. Что за... Просто заткнись ради своего же блага. Ладно, спокойно, он отведет вас к своим командирам. Что в теории хорошо, но с ним... Чё? Что случилось? Да я остановился, я поправлял наушник просто. Ничего такого. Я ничего такого не имела в виду. Ой, у вас робот сломался. Стой! Не двигайся. Даже Арктана не пощадили. Сколько убийств. И как тебя совесть не мучает. Ань, почему не оборачивайся? Я обернулась. Хотите меня застрелить? Вы ученый, как и я. Ясно, что вы делаете? Мы не стреляем в людей. Стрелять? Он вооружен. Вообще-то я техник. Пушки или химическое оружие, какая разница? Итог один. Я знаю, что погибли люди, ваши товарищи, но поймите, не знаю, что ты... Что замышляешь? Говорить будешь с астрогатором, посмотрим, найдете ли вы взаимопонимание. Ну да, очевидно, нет необходимости. Но если будешь делать глупости, застрелю в 2 счета. Не надо. Ясно, не знаю, чего вы пытаетесь добиться, но он, похоже, серьезно. Успокойтесь. Должен быть способ как-то... Успокойтесь, я с ним справлюсь. Откуда эта уверенность? Че ты там бормочешь? Ясно, что вам жить надоело. С этого момента только короткие ответы. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете коротко «да» или «нет», если обстановка позволяет. Или стоит придумать код? Может, вздохи? Понятно? Действуйте на свое усмотрение, и я помогу, чем смогу. Там есть кто-нибудь еще? Ладно, забудьте. Сосредоточимся на чем-нибудь другом. Хотите рассказать что-то об этом человеке? Может, что-то о его внешности? Да. Ага. Это связано с его костюмом? Ага. С какой частью? Да, ноги. Ага. Что-то с ногами? Угу. Наверное... Так, попробуем еще раз. С чем это связано? Что ж так не везет? Угу. Хорошо, понял. Мне уже такое попадалось. Я запомню, что с ним такое, что вы видите, но я не слышу. Но что именно, я не знаю. Чё за шарады грёбаные? Хватит. Заработал. Пойдем. Привал окончен. Чё? Куда он вас ведет? Куда вы меня ведете? Ты сама сюда пришла. Так на что ты рассчитываешь? На секретную базу, под арест? Понятия не имею. Вы там обустроили полевую базу. Не думала, что у вас здесь будет 2-я. Мама? Серьезно, ясно. Вот как. Интересно. Понятия не имею, что это за место. И куда и зачем вы меня ведете? Она, правда, очень смелая женщина. Придержите язык, вашего астрогатора здесь нет. Что-то мне подсказывает, что мы не встретим здесь вашего астрогатора. Это так. Тут только мои коллеги, те, кому повезло меньше. Ясно, вы пропадаете, сигнал слабеет. Там, куда он вас ведет, мы не сможем переговариваться. Угу. Заходи. Я не хочу. Сохранять спокойствие, он говорит. Вперед! Да что толкаться-то сразу? Я сделаю все, что от меня... Попрощаемся с астрогатором. Так, ну и что, интересно тут у вас. Да... Вот, ну вообще, я иду. Зачем толкаться? Зачем сразу вот эта грубость? К чему это все? Иду. Никого не трогаю. А вот мне куда? Туда или туда? Мне идти по проводу? Или мне идти в другую сторону? Вот куда мне? Вот я сюда, например, хочу пойти. А я возьму вот сюда пойду. Что ты мне сделаешь? Это невежливо. Все это отстой. Мне это не нравится. Сами меня привели. Короче, дам здесь давно не было на этой базе. Все понятно с вами. Угу.
Так, это что? Надеюсь, здесь нет какого-нибудь электрического стула или что-то такое? Сиди здесь. Сидю. И даже не думай двигаться. Ладно. Почему-то я от него не чувствую какой-то опасности, на самом деле. У меня для тебя кое-что есть. Для меня? Давайте. А ты тут будешь стоять? Это даже больше, чем нам нужно. А, ну вот, это вот как она говорила, что как ребенок становишься. Господи, бедные. Это его команда. Я тоже рад вас видеть. А чё? А как на него не повлияло? Всегда знал, что в спелеологи идут только угрюмые. Хотя спелеолог спелуска звучит уморительно. Ты должно быть голоден. Одна тебе. Двое вас? И одна... Сплускасу. Я пока не хочу, в горло ничего не лезет. Сплускас, дружище, это всего лишь я. Спокойно. Ты в безопасности, но тебе нужно поесть. Тебе нужны силы. Эй, не делай так. Какой кошмар. Это вкусно. Давай, поешь. Это ужасно. Это, прикиньте, это вот ваши друзья, это люди, с которыми понравилось, это вот люди, с которыми вы работали. Очень вкусно, и они вот в таком состоянии. К сожалению, хороших новостей нет. Я обыскал пещеры. Я знаю, что Макдова... Что? Если бы ты мог рассказать, в какой пещере она работала, было бы намного проще. Если бы ты... Цебулон тоже как сквозь землю провалился. Даже не знаю, откуда начать. А еще все, кто был в конвое. Я завтра отправляюсь, может, уже с подкреплениями. Что? Какими еще подкреплениями? Кстати, все прошло хорошо. А ты меня так отговаривал. Это ужасно. А мне? Я тоже не ел достаточно давно. Тоже хочу. Дайте. Нет. Нет. Что это за хоррор-элементы? Не надо. Нет. Ну, мужчина, ну не надо, пожалуйста. Не надо. Нет. Здравствуйте. Но они не опасны, наверное. Бедняга. Во всей этой трагедии ты счастливее нас. Ты не знаешь, какие ужасы здесь творятся. Линдор, дружище, не дай запудрить себе мозги, она нам не товарищ. Да чё это? Я вообще нормальная. Вы меня не знаете. Это все ее рук дело. Нет! Вы не знаете, кто я. И не хотите слушать. Она тоже врет. Прости, нужно снова тебя пристегнуть. Я выйду на связь. А ты не лезь не в свое дело. Я общалась с человеком. Приятная была беседа. Что? Пристал как пьяный до радио. О, сейчас возьму камушек. Рахитра. Как слышно, прием. Так, сейчас 26-й день миссии, 13:42. Сообщаю о присутствии сил Содружества на поверхности планеты. Под арест взят один человек, женщина, безоружная. Других людей аппаратов поблизости не замечено. Но она была в контакте по радио. Запрашиваю подкрепление. Конец связи. Но я хочу повернуться, посмотреть. Эй, Милос. Надеюсь, ты еще в зоне досягаемости. Слушай, здесь Содружество. Одну из них я поймал. Она с кем-то общалась по радио, но я никого больше не видел. Я хочу повернуться. Но... Я вижу, чем ты там занимаешься. Просто хотела устроиться поудобнее. Ага, конечно. Меня зовут Ясно.
Меня зовут Ясна. Я не спрашивал, а я сказала. Я вот вообще... Вы Рахитра, да? Я астробиолог. Вы шпионка, а не астробиолог. Не подслушивайте, Ясно, и не говорите со мной. Я просто хотела спросить. Вопросов тоже не нужно. А что мне можно? Со стеной поговорить? Ха, этого я вам запрещать не стану. Пока что. Подождите, как мне? Ага. Вы защищаетесь от мушек. От чего? От мушек? Вы сами дали им такое название, в смысле Альянс. Угу. Похоже, вам будет о чем поговорить с руководством. Главное, чтобы не со мной. Вы здесь давно сидите. У вас здесь воздушные фильтры? Чем мы вы заколебем? Вы в курсе, что в атмосфере содержится метан? В курсе. Временное решение. Постойте. Кондор? Что Кондор? Вы из экипажа Кондора? Они же говорят, что Кондор сюда не прилетит. Чушь какая-то. Тут согласен, вы отборную чушь несете. Да в смысле? О чем вы? Сюда должен прилететь непобедимый, извините. А не Кондор? И не так рано. Откуда у вас эта информация? От разведки? Другое дело. Что наконец-то расскажете, чем вы здесь занимаетесь? Мы изучали планету, вот и все. Мы пытались выяснить, зачем вы здесь. Мы изучали планету. Я прибыла на Стрекозе, это небольшое исследовательское судно. Мы ищем планеты с обилием флоры и фауны. Это единственная причина, почему мы здесь. Ерунда, это не планета, а труп. По нашим данным, жизнь здесь должна бить ключом, учитывая состав атмосферы и освещение. Эта планета настоящий рай. Вы не могли предвидеть, что... Ладно. Не хотите говорить всей правды? Не надо. Ну и врать незачем. Разведке неинтересны цветочки и пчелки. Да ты тупой, что ли? Вы курите? Покурил бы, если бы сигареты не закончились. О, смотри-ка. У меня есть. Держите. Ща мы ему в доверии как вотрёмся. Нормально. Кивнул. О, Лем. Хорошая марка. Коваль всегда такие курил. Вы поняли. Курение, кстати, вредит вашему здоровью. Ну чё? У нас уже истерия заканчивается, мужчина. Вы долго будете помалкивать? Ладно, рассказывайте, зачем вы сюда прилетели. Нужно было выяснить. Да я не врала. Прошу прощения, но я говорила правду. Мы оба ученые, и нам сильно не повезло. Угу. Наша разведка, ваша разведка, наши приказы, ваши приказы. Все катится к чертям, Рахитра. Сейчас мы должны думать о людях. Я знаю, что с ними произошло. И что же мне теперь ждать у ваших людей здесь? На поверхности только я. Астрогатор остался на борту Стрекозы на орбите. С остальными связь пропала. Если вы лжете, им же... Несколько десятков наших парней отправились с Милосом. Если они обнаружат шпионов Содружества, то вряд ли... Чё? Почему вы остались здесь? Я говорю правду. Почему вы остались здесь? Если они вернулись на корабль, почему вы до сих пор здесь? Я ищу остальных выживших. Сколько жертв среди ваших? Немало, да? Может, даже несколько десятков? Я не хочу об этом говорить. Ладно. Не хочешь говорить? Не говори. Ну, что-нибудь-то сделать, сохраните меня, что ли, хотя бы, я не знаю. Когда вы в последний раз что-нибудь пили? Последний раз? Не помню уже. Чё, попить дадут? Так я и думал. Это вода. Местная, но обработанная. Решите, стоит ли пить. Наверняка жажда мучает после такого. Ну, вряд ли он нас решил отравить. Зачем ему нас травить? Какой смысл? С нами хотя бы поговорить можно. А может и... еще что-нибудь. Ну, блин, короче, давайте... Зато он точно такой, о, она мне доверяет. Все дела, да, нет? Спасибо, то, что нужно. Ну не умрем же мы в середине всего этого.
Спасибо. Мне было это нужно. Да. Мне тоже. Надо же, уже целых 2 секунды. Чё? Меня не бесите, что ли? Он сказал. Очень смешно. Завершите разговор с Рахитрой. Так, я знаю, что с ними произошло и почему. Эта планета населена микроботами. Наши ученые назвали их... Ваши ученые назвали их мушками. Облако из миллионов микроботов. Что? Облако мушек, которое может в прямом смысле стереть человеческий разум, удалить все воспоминания. Звучит будто... Вы можете это как-то доказать? Может, освободите меня для начала? Ага, конечно. Вот что мы сделаем. За вами будет присматривать Арктан, а я пойду искать Милоса. Так, только он вернется с подкреплением. Арктан ко мне. Процедура наблюдения. 1 человек-женщина без идентификатора Альянса. Подтверждаю цель. Начать наблюдение. Да. Охраняй нашу гостью. Превосходно. Это было не сохранение сейчас, это просто развилка. Вот это сохранение. Вот, на этом мы будем с вами, ребятушки, на сей раз прощаться. Ай, шея, шо, закимарила, прикимарнула маленько. Ну ничего, нормально. В общем, будем с вами в следующий раз уже, что тут выяснять с этим Рахитрой. Кондор, почему Кондор? Говорили же, что там в самом начале была вот эта сцена, еще на Стрекозе. Они обсуждали, что типа там Кондор сюда не скоро приедет, а он уже, они бородатые, вон какие, они давно сидят уже здесь. А как так вышло, что ни разведка их не видела, на поверхности его не было видно? А где корабль? Где непобедимый? Где вообще вот это вот все? Типа, техника стоит здоровенная. Кондор, я так понимаю, меньше корабль. Как он мог привезти всю эту технику? Короче, как всегда, свои предположения, какие-то умозаключения пишите в комментариях. Очень мне интересно будет с вами пообщаться на эту тему, потому что я что-то ничего не понял, как это такое. Может, это вообще какие-нибудь параллельные вселенные, временные какие-то эти штуки. Не знаю. Короче, будем с вами разбираться уже в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.